Привет. Let's go. Мы с тобой в очень манчестерском месте, потому что вода, красный кирпич. Тебя узнают на улице Манчестера? Да. Часто бывает, честно. Часто узнают? Да. То есть парень, который еще играет в молодежной команде, Да. ты уже узнаваем здесь? Да. Какие с тобой в основном бывают смолтоки у англичан, у английских болельщиков? Что говорят? Как раз таки в сейчас, в данный момент, они говорят, то, что в первой команде я им нужен. А бывает момент, когда ты там перед сном думаешь так: офигеть, я игрок Манчестер Юнайтед. Вот. И в это не верится. У меня это много бывает. Я всегда думаю, как вообще так случилось, за миг прошло время, я играю за Манчестер Юнайтед. Потому что у меня была мечта, я в детстве, в 17-15 году, я смотрел футбол и наблюдал за Манчестер Юнайтед, и у меня была мечта просто даже попасть на матч. Не как футболист, а просто вообще как даже не как болельщик. футболиста. Я футбол даже не рассматривал так. Как так вообще, то, что даже мы попали в Англию, вот так папин друг сказал, типа, здесь лучшая жизнь, мы пришли сюда чисто для жизни, для учебы. То, что я в футбол даже попал, это для меня мечта. Это для меня как сейчас норм. Но если подумать, ложиться спать, я когда думаю об этом, это вообще непонятно. Это Бог так вообще, Всевышний так сделал. Амир Ибрагимов, капитан Манчестер Юнайтед. Какой номер у тебя на футболке? У меня 8. 8 номер. 8. Почему 8 у тебя? У меня были разные позиции. Я сначала, когда меня подписал в Манчестер Юнайтед, я играл в нападении 9 номер. Очень много голов забивал. Да. Потом я играл слева, потом я играл справа. Им понравилось то, что я играл в нападении. До 17 лет я играл в нападении. Но они сказали, ты такой нападающий, который ты приходишь в защиту, и ты хочешь мяч просить. Я не любил ждать мяча, пока до меня дойдет мяч. Я люблю всегда идти назад, забирать мячи и сам идти вперед с мячом. Но они сказали, смотри, то, что ты так любишь делать, мы хотим тебя поставить в полузащиту, как под нападающим. И они говорят, то, что я похож на Руни, как играю, как Руни играю. То, что я агрессивный, люблю забирать мячи, бегу вперед, забиваю голы. Им нравится это. Из-за этого эта позиция мне понравилась. Кто на тебя производит самое сильное впечатление из футболистов? Вот на кого ты хочешь быть похожим? Я хотел бы быть как Роналдо, как он за собой следит, как он себя сделал. Но мне нравится очень Руни. Так, расскажи, как почему играет Руни. Потому что... Но он как раз-таки анти-Роналдо, в плане того, что он может и выпить. Вот, но я же в этом я говорю, потому что я на Руни в этом вообще не похож. Но когда он на поле, он мне очень нравится. Как Руни играет агрессивно, забивает голы, все сделать для команды, вытащить команду. Вот это прям... Я бы так хотел быть тоже. Черим Ибрагимов, отец футболистов Манчестер Юнайтед. У вас в аккаунте в WhatsApp фотография с Руни. Расскажите о ваших отношениях с ним. Вы с ним часто общаетесь? У него тоже сын занимается в НБА, правильно? Да, у него 3 сына. У Руни. 3 играют в футбол. Один играет с Газиком, а один, он меньше Мухаммадика нашего. Мухаммад наш играет У-13, он играет У-12, да. И мы как бы дружим с семьями, да, мы же тренируемся, видимся часто, да. Руни это как бы был кумир, там вот когда... Первая игра вышла, вот этот футбол, да, когда я играл, я всегда FIFA, да, я вот Руни всегда выбирал, играл Руни, да, это для меня как бы он такой футбольный был кумир такой, да. Я когда в Англию приехал, когда это все, весь процесс начался, да, когда Руни вот вообще в академии я увидел, я так на него смотрел и опять-таки не мог поверить глазам, это Руни на самом деле или это не он. Вот я же говорю, это вся история мой как сон. Я смотрю это как очередной сон, да. И мне всегда было интересно там поговорить, там сфотографироваться с ним. Что мне дети говорят, папа, здесь так не принято. А я же замечаю, вот Руни просто он идет как простой человек. Там я не только Руни видел, там и Гиггс был, там и Гиггса сын тренировался, там все звезды там ходили, да. Время шло, мы ездили на игры, как бы так в одной команде же дети играют и в одной из дней в Ливерпуле мы были как раз на игре. И он сам подошел ко мне, поздоровался, как дела, там туда-сюда. Я говорю, все хорошо, туда-сюда. Я говорю, поговорили, он говорит, да, вот такая хорошая игра, первый тайм как раз закончился, перерыв был. Я говорю, да, дети хорошо играют. Поговорили, я ему говорю, можно сфотографировать? Потому что меня просили, это не то, что для меня вот с дома просили, сфотографируйся, говорит, с Руни, да, отправь нам фотографию. Ну, уже, конечно, потом мы сблизились, подружились, потом поехали уже как бы в Дубай вместе там отдыхать, там отдыхали с семьями. Вместе планировали поехали? Да, и они приехали. Или случайно встретились? Они ехали, и мы ехали, короче. Они сказали, что мы тоже едем в Дубай, мы сказали, мы тоже едем в Дубай. Насколько я знаю, что в команде с Газиком, помимо сына Руни, еще играл сын Роналду, Криштиану. Да.
Вы с Криштиану как, тоже на «ты» или как? Не, с Криштианой мы на ты не были, но мы были знакомы. В одном из боев, мы в Дубаях мы были, в Саудовской Аравии, да, у Ибрагима как раз бой был, у сына моего, да, и там Рональдо тоже был как бы на боях. Он к вам подошел? Мы подошли к нему, там как бы, да, поговорили, там он поздравил Ибрагима с победой, там сын был его, там они сфотографировались, там поговорили, как дома семья, все, это уже, они уже переехали когда, да, дети общаются, поддерживают связь. Газик общается с сыном Роналду? Да, они там созваниваются, да. До сих пор, да, созваниваются и общаются. Как в общении семья Роналдо? Простые? Ну, обычные, простые, но мальчик обычный, простой, они даже вот ходили с Газиком гулять, как обычная семья, да. Это мой дедушка. А кто это? Это Фергюсон, а рядом кто с ним? Это Фергюсон, это его жена, и это Дэйв Бушел. Это он за мной смотрит, как, считаю, уже как я только пришел в клуб, он с того времени смотрит за мной, за моей семьей, моей маме очень много помогал. Его Фергюсон 30 лет назад затянул в клуб. Он был тренером сборной Англии раньше. У-16, да. И Фергюсон его затянул в Man United, и они как лучшие друзья были. Я был на матче в United, и он меня позвал, дедушка Дэйв, он меня позвал с собой, говорит, идем со мной, говорит. А я не понял, куда он меня с собой ведет. И потом он постучался в какую-то дверь, и открыл дверь, и там сидел Фергюсон со своей всей семьей. И я такой сразу не в понятках офигел. А у него акцент очень сильный. Шотландский. Да? Я не понимал то, что он говорит. Как раз на тот момент, это было 3-4 года назад, и у меня английский еще не такой был хороший, чтобы я понимал его сильно. И он мне какой-то вопрос задал, где я должен был сказать «нет», а я сказал «да», чтобы чисто, потому что я не понимал то, что он говорит. А он говорит «что? Ты да сказал?» Я говорю «не-не, я нет сказал». И я поменял сразу эту фразу, и потом мы с ним познакомились, Дэйв ему сказал то, что вот хороший игрок, талантливый, и он сказал, через сколько мы тебя увидим в первом составе. Я буду наблюдать. И вот так мы разошлись. А насчет Дэйва, он до сих пор в клубе, он уже почти 30 лет в клубе. Игроки, как Даррен Флетчер, Джонни Эванс, это все его игроки, которые Фергюсон, когда подписывал, он, можно сказать, в Юнайтед затаскивал. А он сейчас работает до сих пор? Да, он работает, да. И он вот написал книгу, он долго ее писал, и даже он мне сказал, что он может даже меня в этой книге где-то упомянуть. Я даже эту книгу не прочитал, вот она только сегодня пришла. И он любит приходить сюда домой и кушать. Чай пить и кушать. Чай пить, да, он тоже любит домашнюю кухню да. вашу. Какое его любимое блюдо? Он любит суп пить очень много, он суп любит. Мамин суп. И даже спрашивает, что на меню сегодня, какой суп. Его отсюда очень сложно выгнать. Да. Он раньше стучался к нам домой, когда заходил. Сейчас он даже не стучится вообще, открывает дверь и заходит. Но мне кажется, следующий шаг за этим столом просто должен оказаться Фергюсон. Порой у вас бывает шумный сосед. Что бы ты ни делал, он никак не уймется. Как ни стучи в стенку, сколько ни жалуйся властям. Что тут поделаешь? Только смириться и включить свой телевизор погромче. Сэр Алекс Фергюсон сказал так в сентябре 2009 года, после величайшего манчестерского дерби в истории. Заря эпохи шейхов Сити. Карлос Тевис и добро пожаловать в Манчестер. Накал перед матчем и жара на поле. С 3 ассистами Гиггза, дублями Беллами и Флетчера, нынешнего тренера Амира Ибрагимова. И, наконец, решающий гол Оуэна. Настоящая история АПЛ и переломный момент в дерби Манчестера. Каждая из них всегда огромное событие для города и всей Англии. А кто делает праздник из матчей российской премьер-лиги? Причем каждую неделю. Кто притягивает зрителей на стадион заранее и оставляет яркие воспоминания, как бы матч ни кончился? Конечно, я говорю о Винлайн матче тура. Уже 4-й год этот проект выводит понятие матч-дэй на новый уровень. Винлайн матче тура — это громкие концерты, мощные световые и пиро-шоу, танцы и еще множество крутых впечатлений. 2025 год в российском футболе закрыл очередной Винлайн матч тура. В нем сошлись лучшие команды сезона РПЛ — Краснодар и ЦСКА. Давайте посмотрим, как это было.
Ждем возвращения РПЛ и новых шоу на Винлайн-матчах тура. А скажи, а ты себя можешь назвать манчестерцем или англичанином? Честно сказать, манчестерцем, потому что у меня акцент манчестерский. Вот сейчас как раз за 1,5-2 года у меня уже прям такой акцент стронг. Сейчас люди не поймут, я с Манчестера, с Англии или с Дагестана. It's good to be in Hong Kong, different environment, different weather. Like 10 minutes ago, it was like sunny, proper hot. But now it just started raining and that. Это было сколько лет, когда семья переехала? Я переехал сюда, мне было 10 лет. Переехал сюда в 2017 году. И ты английский, естественно, не Английский знал? вообще не знал. Я пошел в школу. Я даже помню первый день, когда я пошел в школу, мне учитель сказал, я сидел на последней партии, и мне учитель сказал, попросил, можешь пойти выключить свет? А я пошел и закрыл дверь. Ты вообще не понимал, да? Я вообще ничего не понимал. Сейчас на каком языке ты думаешь? Честно сказать, на английском. Но я думаю, если бы я находился бы среди русских людей на месяц, на 2, то тогда у меня поменялось бы, я думаю, я бы думал бы на русском. Но пока, за то, что я в Англии, я думаю на английском. Мои друзья даже говорят, то, что когда ты пришел до этого, и сейчас ты вообще другой. Когда я пришел первый раз, я помню, я потренировался с ними. Я на английском не умею разговаривать, а после тренировки я не знал, что у них такая вещь есть, то, что они в конце тренера собираются, всех собирают на поле и разговаривают в конце тренировки, как прошла тренировка. А у меня всегда была тренировку закончить и что-то сделать экстра. Например, покачать пресс. Я в конце тренировки начал качать пресс. Все собрались, и они разговаривали вместе, а я качаю пресс. И тренер вообще не в понятках такой, что он делает. И потом они типа меня позвали и сказали, типа, ты должен посидеть, поговорить с нами. И у меня есть друг, до сих пор он играет со мной. И он мне до сегодняшнего дня говорит, ты, говорит, вообще, говорит, другой, говорит. Когда ты приехал, говорит, тогда, говорит, ты был, говорит, вообще дагестанец. Все делал как дагестанец, говорит, ты тренировался, говорит, ты говорит, на английском не говорил. Я долго пытался понять, Черем, как вы вообще оказались здесь. Я думал, возможно, локомотивом был Амир, да, его где-то увидели, и его позвал Манчестер, и вы переехали за ним. Это не так. Как я понимаю эту историю со стороны, я прошу меня объяснить, вы сами хотели уехать из Дагестана. Ну, моя мечта вообще с молодости, с детства была, ну, как сказать, с молодости, да, мечта уехать в Европу, посмотреть, как вообще живут в Европе, да, потому что многие мои друзья уехали, кто-то в Германию, кто-то во Францию, кто-то в Англию. У меня по каким-то обстоятельствам не получилось выехать тогда, когда они уехали, да, это было, наверное, 90-е годы, там, 94-й, 95-й год, наверное, да, все мои друзья, как бы, да, кто был близкий, они разъехались. И они меня ждали, как, кстати, да, но у меня тогда не было семьи, я был молодой парень. Все как-то по каким-то причинам Всевышнего все оттягивалось. Мои друзья приезжали, меня мотивировали, вот ты когда приедешь, там, вот мы живем, там, вот если бы ты приехал, тебе было бы хорошо. Они уезжают, я остаюсь замотивирован, все, вы езжайте, я сейчас опять вот соберу документы, вот подготовлюсь, я приеду. И вот так продолжалось, ну, наверное, лет 10. Потом я уже женился. В один из дней получилось так, что ко мне в гости приехал один из друзей, который живет в Англии. И мы как-то разговаривали с ним. Я им сказал, вот у меня уже дети, как бы маленькие, я все мечтал, ты уехал, семью создал, там, другой уехал, семью создал. Все уехали, я один остался, хотя я всю жизнь мечтал. Уже мне никто не верил, даже мама моя не верила, когда я говорил, я уеду. Она говорила, счастливо, короче, они уже не понимали. А тут была идея уехать, да. Я хотел всегда побыть в Европе, потому что поехать, посмотреть, как в Европе. Потому что когда мои друзья приезжали, они всегда рассказывали, как там красиво, как там хорошо. И в один из дней вот так приехал мой друг, как-то сидим мы в гости, он приехал с Англии, да, и вот так я с ним как-то разговорились, я говорю, вот как бы мясо, там шашлык жарим, я говорю, вот у меня дети растут, ты в Англии, вот что ты мне посоветуешь, как бы, да, вот что делать, как мне быть, как бы, да, с детьми. Вот образование хочу дать, хочу, чтобы у детей было как бы хорошее образование, в спорте дети развивались, да. И он говорит, если ты хочешь, давай приезжай в Англию. Если ты хочешь для детей, да, ты можешь реализовать своих детей во всем, в учебе, в спорте, Опять-таки я послушал, это как-то фантастически все прозвучало. Я сказал, да, конечно, было бы хорошо. Он сказал, я, говорит, тебе там помогу, как бы открою, помочь, рабочую визу открыть, там приехать, посмотреть, как там обстановку, и решишь, что делать. Многие не верили, даже моя мать Я родная, не верю в это, я думаю, что моя это мать родная, фантастика. она не верила, моя мать родная,
Я говорил, мам, я уезжаю, когда уже документы как бы уже были готовы, я сказал, мам, я уезжаю в Англию. Она мне не верила, она думала, что, как всегда, я говорю, что я уезжаю. Там, как бы жена тоже, она думала, что это как бы шутку, как бы, да, ну, понимала, что какой-то процесс идет. Но сама не понимала на самом деле, что происходит. Мы когда в Англию приехали, мы вот так с женой друг на друга посмотрели, подумали, Зачем это сделали? где мы находимся, куда мы приехали. И вот так началось наше путешествие в Англии. Мы вот приехали, я не знаю, как сон. Я серьезно говорю, я сам не знаю, как сон. Я всегда хотел куда-то выехать, и я выехал. Просто я легкий был на подъеме, взял и выехал. Я был очень рад, когда я услышал, что мы вообще куда-нибудь переезжаем, потому что мой отец говорил, что мы хотим куда-нибудь за границу переехать. Он говорил это в протяжении 5 лет, но мы никуда не ехали. И мы всегда у него спрашивали, ну что, когда. И когда мы уже переехали, честно сказать, было очень скучно. Мы не говорили на английском, я не ходил в школу, не ходили никуда, дома были. Но потом, как я вошел уже в школу, начал ходить, друзей начал знать, английский начал учить. А когда уже начал в футбол играть, тогда уже вообще интереснее все стало. Вот А ты был до этого за границей? Нет, вообще не был нигде. Из-за этого я думал, за границей это как вообще что-то нереальное. Но я ожидал другого. Чего ты ждал? Я ожидал, вот, например, Манчестер, он очень разный, он такой old-fashioned, красный весь, здания такие старинные. А я ожидал новые здания, большие. Вот, например, как Лас-Вегас, все четко. Я думал, это Англия такая же. Мы одели рюкзаки, купили билеты и вылетели, и все. То есть не было даже чемоданов большого количества? Нет, чемоданов не было. У нас было у каждого свой рюкзак, он висел на плечах. И вот так мы выехали. Поменяться одежда только, и все. Остальное, как бы это же все как бы наживное, да. Вы приехали, у вас 4 сына, и вы сразу поставили себе цель, что должны быть спортсменами или как? Ну, здесь как бывает, если ты в Англию приехал, если ты собираешься в Англии останавливаться, если собираешься в Англии жить, то непосредственно твои дети, они должны уже где-то учиться. Здесь свободных детей не бывает. Твои дети должны где-то закреплены там за школой, там и за садиком. Я приехал, друг как бы меня встретил. У нас начался процесс. Так, дети есть? Да. Так, первая задача учеба. Мы их устраиваем в школу. Вторая задача. Каким видом спорта ты хочешь, чтобы твои дети занимались? Есть борьба? Есть. Давай на борьбу. Подаем в школу, подаем на борьбу. Начали ходить на борьбу дети. Пока оформлялись там документы в школу, пока я оформлялся, пока ознакомливался, пока смотрел, чем мне заняться. Время шло, дети тренировались. Вроде все хорошо, дети борются, да. Ну, не скажу, что мои дети были в Дагестане одни из лучших борцов, но они занимались борьбой, да, там. Первые соревнования мы поехали, дети поборолись, там кто-то первое занял, кто-то второе. Ну, в общем, я понял, что в Англии борьба слабая, потому что я сам боролся, я разбираюсь в борьбе, да, и понимал, что перспективы в борьбе как бы здесь и нету, да, и смотрел, что насколько мои дети были сильнее, да, чем английские дети, и видел, что перспективы нету. Как раз таки я своему другу говорю, а может другой спорт попробовать моим детям, потому что, ну как бывает, борьба здесь слабая, может мы попробуем футбол? Он говорит, да, у меня есть друг, я сейчас ему позвоню, и он нам посоветует. Так, время прошло, мне перезванивает там через 2-3 дня и говорит, надо вам поехать в какой-то район, там какой-то комплекс, там, и там в такое-то время там собираются команды, и там символически оплачиваешь, и там дети тренируются, да, определенных возрастов, там дети там их делят, там, и время от времени в неделю один раз я там замечал, приходят какие-то люди, там наблюдают. Мы ходили, наверное, туда месяц, там, наверное, ходили вот так как-то, да. И я смотрю, что там мои дети, они более такие шустрые, там, да, ну, выделяются дети, да, чуть-чуть не их уровень. Я звоню своему другу, я говорю, слышишь, говорю, чуть слабовато здесь, там нету, чуть посерьезнее. Ну, давай я сейчас, говорит, позвоню своему другу и скажу там. Он опять звонит своему другу, тот говорит, сейчас я, короче, пусть они придут завтра, позвоню, придут, короче, люди там и посмотрят, короче. Определим, что делать, решим. На следующую тренировку приехали, те же люди, которые приходили в неделю один раз, которые смотрели, они там посмотрели, с нами подошли, поговорили, сказали, вот мы на ваше лите обратили внимание, у нас есть при Академии Шеффилда Юнайтед 7-недельный просмотр. Давай вспомним, вы переехали в Шеффилд. Да. Это город, который находится недалеко от Манчестера, километров Сейчас 100. да. Ты тогда футболом не увлекался? Вообще нет. Нет, я когда переехал в Шеффилд, футболом вообще, даже футбол в моей голове не был. Ну, отца друг, который помог нам приехать сюда, он сказал,
то, что он услышал, то, что в просмотре есть в каком-то клубе в Шеффилд, а я никогда не слышал о клубе Тебе Шеффилд. было 10 лет. Да. Тогда отец нас привел не только меня, старшего брата, меня и Газика. Привел на просмотр в Шеффилд. А меня закинули играть с старшим братом в одну команду. А я играл очень отлично. Я забил даже больше голов, чем старший брат. Я очень их удивил. Но они думали, то, что... Они не спросили мне, сколько лет с самого начала. Они когда в конце у меня спросили, сколько мне лет. И когда только я сказал, что мне 10 лет, они сразу взяли номер телефона отца. А брату сколько было? Брату было 14. Ты пошел играть на 4 года Да, старше ребят. Вот. И вон там они охренели, когда я сказал, что мне 10 лет. Они сразу отца номер взяли и поговорили с отцом на следующий день. Они меня позвали и выдали мне форму. А для меня, чтобы форму получить, это было нереально. Я пришел домой радостный. Тебя сейчас тренирует Флетчер. Да, Даррен Ты его помнишь на поле? Да. Расскажи. Я наблюдал за ним раньше. Когда на тот момент я за ним смотрел, это давно уже было. Он тогда уже не играл, но он играл с Роналдо. Он нам даже на данный момент рассказывает. Вот смотри, у него есть 2 ребенка, они играют со мной, они прям как он играет. Структура тела так же играет, как и он. Рассказывает, как он раньше играл, как было сложно раньше войти в команду, вообще попасть в состав. Он играл с Рой Кином, со всеми с ними играл, и у него было очень трудно. И Фергюсон в него поверил, и Фергюсон ему дал шанс сыграть. Он помогает мне во всем. И он сделал меня капитаном в команде. Ты часто с ним общаешься? Да. Какие главные мысли тебе говорят про футбол? Ему нравится, как я играю. Он говорит то, что ему нравится, насколько я люблю футбол, насколько я люблю выигрывать. Не все в команде любят выиграть игру. Некоторые любят чисто проявить себя и показать, насколько ты лучший. Это, конечно, важно, то, что я тоже это всегда делаю, но у меня это одно есть, то, что я люблю, когда моя команда выигрывает, и я люблю забить гол, выиграть. Для команды, не всегда для себя, а для команды. Из-за этого это ему нравится. Ты попал на первую тренировку Манчестера, главной команды, в 15 лет. Да. Я, кажется, самым молодым игроком был в истории у них. Физически я не был готов с ними тренироваться, но они знали, то, что я очень талантливый игрок был на тот момент, и они дали мне шанс такой потренироваться. И для меня это было прям нереально. Но на тот момент, когда я с ними тренировался, там был Роналдо. Там были все топовые игроки. Все топовые игроки. Бруно был. Самый мой любимый игрок Бруно Фернандес. На данный момент Манчестер Юнайтед, так как он ко мне относится очень хорошо. Всегда, когда бы я не пришел бы тренироваться с ними, он со мной разговаривает, со мной дружит. Из-за этого у меня отношения с игроками первыми очень хорошие. Ну, у тебя прям их из телефона или как? Да, я с ними общаюсь в Инстаграме. То есть ты с Бруно Фернандес в Инстаграме сообщения, нет проблем, да? Да. Но большинство я с ними разговариваю, когда мы тренируемся. После тренировки мы вместе проводим время. Какие игры играем после тренировки. 2 касания поиграем. А кто самый дружелюбный игрок из первой команды? Бруно. Я думаю, это ему так и надо, потому что он капитан команды. Когда приходят молодые игроки, он должен как бы к ним относиться хорошо, встречать их, помогать им, подсказывать. И Бруно мне всегда подсказывает, помогает. Даже когда пришел новый тренер Амарин, у них же поменялась тактика. Вообще, когда первую тренировку пришел, я не знал, где находиться. Бруно, а он смотрел за спортингом до этого. Он подсказывал мне, ты сюда беги, ты это делай, то делай. Из-за этого так у меня отношение к нему хорошее, к Бруно. Бруно Фернандеш такая фигура культовая для команды Манчестер, но довольно противоречивая, потому что, с одной стороны, он лидер, капитан, с другой стороны, он довольно часто бывает в разном состоянии эмоциональном. Мне он очень нравится как капитан и как игрок. Я сам капитан своей команды. И я люблю говорить игрокам, подсказывать, быть эмоциональным, говорить. Потому что если я не был бы эмоциональным, я бы не проявлял бы любовь к своим игрокам. Потому что я настолько люблю свою команду и люблю играть за этот клуб. Я люблю, чтобы моя команда выиграла всегда. Из-за этого Бруно, он на меня очень похож. Он разговаривает, он эмоциональный, он любит подсказывать, он на поле громкий. Из-за этого я думаю, что он очень хороший капитан. Ибрагим Ибрагимов, боец лиги ПФЛ. Ну, начал я, конечно же, с борьбы, как и все дагестанцы. Также мы начали ходить на кикбокс. Я, Амиром, как раз ходили на кикбокс, как бы импровизировали. Понимаете, смотрели, как получится. Ну, как бы я и параллельно футбол играл, так же, как Амир. Старался найти себя где-то в каком-то спорте. Ну, всегда любовь к футболу проявлял я. Тем более Манчестер Юнайтед, команда, где моя мечты была. Я всегда смотрел футбол, у меня PlayStation был, этот компьютер, на компьютер подключал джойстик. Всю дорогу Манчестер Юнайтед, Манчестер. Ты болел за Манчестер тогда еще, в Дагестане, да, когда вот жил. это же я к чему говорю. Начал оттуда, и вот Всевышний как сделал мой брат, вот Манчестер Юнайтед, братья, 3 в Манчестер Юнайтед. Так как мои братья утром в школу, там на тренировке, я тоже не мог дома сидеть без денежек. Я вставал, ты как видишь, зал, где находится Аштон, это почти
30 километров от моего дома. Мне приходилось ехать на скутере туда, на поездную остановку, садиться на поезд, ехать до центра. В центре еще пересаживаться на другой поезд, ехать за зал. Приезжал сюда, холодные времена были, зимой руки замерзали, перчатки одевал. Усердно работал, и вот я рад, что я именно вот этой индустрии. Англия очень сильно набирает обороты сейчас, очень импровизирует ММА. У нас, я скажу, вот наш зал лучший в Европе. Мой лучший спарринг-партнер Леро Мерфи, который вот в шаге от титула. 9 побед у него подряд в UFC. Я шел как бы по двум дорогам параллельно, так как футбол и ММА. У меня были и А-план, и Б-план. Футбол, конечно, хотел, но вот у меня вот я чувствовал, что не шло. Вот, может быть, чуть-чуть раньше, если чуть помоложе был бы, как бы тактически. Вот у меня все данные были, и ноги были сильные, я бегал, хожу, и у меня удар очень сильный был. Но вот чего-то не хватало, вот тактическое, вот более футбол уже он более тактический, сейчас тем более. 1, 2, 1, 2. Mic check, 1, 2. Radisio King, ex-trainer, Academy, Manchester United. I have met his father. I've met the whole family. I remember Ibrahim, the fighter. And a footballer as well. He used to play for City for Yeah, some he did. time. In fact, he played. Why are you laughing? Because it's probably his last football match ever. He played his last football match. I think it was here for City against, I don't know who it was, but it was probably from. It was probably from there where he said, you know what? Let me just go beat people up in the cage. It's probably the better decision. Did he beat someone there? No, he did not, but he looked interesting. He was a defender, and it looked like he wanted to beat people there. But it was his last match. The way it was funny because my best friend Ilya, I rang him. I said, your boys are here. So I said, when I see Ibrahim, I'm going to make sure that I ring you so you can speak to your boys. So I rang Ibrahim. I said, yo, listen, speak to him. Come to futsal. And then Ilya and him spoke together and he said, yo, come to futsal, come to futsal. So that's where I met Ibrahim. I remember Mariam, the daughter, she was a baby. She was with the mom. Mohammed was small as well. Ghazi as well. Ghazi was there as well. So yeah, pretty much everybody. And Sharim is my guy. I like Sharim. He's a good character. I like Sharim. Can you expand on Ibrahim? What did you see? No, it was just, he looked like a fighter. And when you look like a fighter playing football, it looks different. Did he miss a penalty? Or he gave a penalty away? It was one of them. It was funny. I think he might have gave a penalty away. What type of a penalty? Did he push someone or did he just didn't have enough speed to cover or what? It was a good question. I can't fully recall. But all I know, I remember coming out and I saw the penalty being given away by my people. I was like, God. So from that point, I think he made the decision that, you know what, let me just beat people up instead so I can actually foul people for real, for real. Do you remember the kid called Amir? I do indeed, yes. How did you meet him? I remember it was an interesting story because I was at United at this point. There was a friendly game, the Emerging Talent, which is the shadow group of Manchester United against the main group. So Amir came over from Sheffield. I remember the recruitment guy, he came over to me. He said, listen, I've got this Russian player. Look after him. And then they played a friendly. Amir, very shy. He didn't speak many words. He just looked at me very tough. I was like, oh, yeah, you're Russian. So he just looked at me. I said, no problem. I remember as well, we made a specific corner specifically for him. He nearly scored of it, but he didn't. But it was good. He played. He had a good game. My actual brother was playing in that game too. So Amir and my brother was playing together. I think we won because of Amir. That's when everybody at United was like, yeah, we need to sign him. What did you notice in him that was like outstanding? That was different. His drive, his determination. He was just running everywhere, up and down, very quickly, tackling people. And then when he was on the ball, he looked okay. But it was more his drive, his determination, the will to want to win. About his attitude. As I see, sometimes he maybe even does too much. Every time I ask him, he's at training. He's at training, like personal sessions, power sessions, running sessions, whatever. Did you notice this in him, maybe in comparison to other people? I think my impression of the Russian people, Dagestani people, is like they boom, 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 boom. They always go. So it was no different to him. They're not satisfied if they do one training. They want to do extra training. And those training, they will accumulate into hours. And the more hours you put in, you get his result. So I don't mind seeing what I'm seeing, and it's probably a good thing. It motivates me to push other kids like, that's what you get if you put in the hours. Семья переехала.
Что происходит дальше? Дальше ты просто спокойно себя чувствуешь в Манчестере? Все, да, но это очень трудно для моей семьи, потому что это не только я один в семье, но у меня семья, как будто бы она должна За тобой следовать? за мной следовать, как будто бы все для меня. Мой младший брат Газик, он тренировался в Шеффилде, Ибрагим тренировался в Шеффилде, мы все оставили, переехали сюда. Газик потом пришел в футбол, Мухаммад пришел в футбол, мы тренировались. Мы встретили человека, Илья с нами тренировался. Все начали тренироваться, и за счет этого Мухаммад, Газик, они начали набирать, тренироваться в футзал. Футзал это, ты, наверное, слышал о футзале, мини-футбол, только в футзале. И там это очень техничный спорт. Из-за этого они стали техничнее, лучше, интересоваться начали с ними клубы, тоже Юнайтед, Сити. Мой отец не работал здесь, мать не работает, чисто для нас живут. Отец все для нас здесь возил нас. Он возил нас троих в разные места. Меня возил в Каррингтон, Мухаммада возил в Сити и Газика возил на просмотр в Юнайтед, но они были в другом месте. Он как-то успевал, хотя у нас 30 минут от друг друга тренировки начинались, он на чуть-чуть опаздывал всегда. Илья Овечкин, владелец мини-футбольного клуба «Манчестер». Мы находимся в моем мини-футбольном клубе «Манчестер Футзал Клаб». Я, когда приехал в Англию в 15 лет, я всегда хотел играть в футзал. В 18 лет я понял, что в Манчестере нет мини-футбола, футзала. И мы с моим приятелем создали в Манчестере мини-футбольный клуб. Мы видели, как футзал развивает игроков в таких странах, как Португалия, Испания, Бразилия. И мы хотели принести это в Манчестер. Нам в этом году 20 лет. Расскажи историю знакомства с семьей Ибрагимовых. Они просто пришли к вам на тренировку? Кинги, у него брат играл в Манчестер Юнайтед во второй команде Shadow Squad. И он меня с другом попросил, посмотри, почему его не берут в первую команду U11 Юнайтед. После игры мы идем, и раз какой-то маленький пацанчик идет рядом с ним тоже. И он мне говорит, он по-русски говорит. Я говорю, привет, как дела, туда-сюда. Так как я помню сам, когда я приехал с России в Англию в 15 лет, мне не хватало вот этой поддержки от кого-то, кто говорит по-русски. И когда я Амира увидел, у меня такая энергия добрая, и мне захотелось ему помочь. Мы созвонились, я говорю, приходи на футзал. Он сказал, у меня еще три Ибрагим, Газик и Мухаммад. И я сказал, да, конечно, приводи всех. И мне кажется, вот, что любовь к футболу, характеры сошлись, и вот реально мы вот так соединились. И сейчас, я думаю, это как мой младший брат, которого я, можно сказать, люблю. Я всех люблю, Газика, Мухаммада, Ибрагима, всех. И даже Черим — это как мой старший брат, это как моя вторая семья здесь. Многие Амира, Газика, Ибрагима, Мухаммеда здесь топтали этот паркет? Тут столько часов, столько мы проводили дней. Если так почитать, они, можно сказать, здесь родились. Особенно, знаете кто? Мухаммад. Он с 6-7 лет здесь тренировался. Мне кажется, каждый день проводил здесь. Футзал — это такая игра, ты играешь в удовольствие. Ты всегда на мяче. Ты можешь какие скиллы учишь, ты можешь даже тут и показывать. И у нас такая методика. Мы даем игрокам наслаждаться на мяче. Мы говорим им, проси мяч, показывай, что ты можешь, ошибайся, не беспокойся. И вот здесь вот Амир, Газик и Мухаммад, они здесь показывают свой класс. Даже вот сейчас, я тебе скажу, предсезонка была, у Амира тренировки закончились в мае. Да. И он в конце мая, 3 недели, Мухаммад, Газик приходили даже вот сейчас, вот, чтобы он понял, что, я 1,5 года на футзал не ходил, мне надо скиллы подтянуть. И вот он здесь подтягивал скиллы, и сейчас он понял, что все-таки надо даже сейчас уделять технике, даже мини-футбольной технике. Добро пожаловать на Олд Траффорд, добро пожаловать в театр мечты. Черим говорил, что его семья живет практически как во сне, а сон и мечта по-английски — это одно и то же слово — dream. И поэтому мы сегодня в правильном месте, и мы сегодня в правильной компании. На шифре? Здорово, как дела? Что, сегодня без автограф-сессии? Газик, ты когда узнал, что такое Олд Траффорд вообще? Юнайтед я смотрел
время, когда я еще был маленький, это был Cristiano Роналду, мой самый любимый игрок. Я смотрел, когда я еще маленький был, смотрел Роналду, его хайлайты смотрел. Это очень была моя большая мечта попасть туда. А сейчас попал, сейчас это как мой дом. Вы сделаете Манчестер снова великим? Один день. Попробуй. Давай честно скажем, это частый семейный поход по футболу? Не, даже точно как мы предпочитаем смотреть дома. Да. В основном матч смотрим дома, потому что, как папа уже сказал, мы телевизор нет, повтор не можем посмотреть. Что-нибудь там проморгнешь, здесь на стадионе вариант проморгать. А дома расслабился, сел толпой. На стадион нравится ходить, как болельщик? Здесь такой атмосфера очень красивая. Take me home. Там интереснее? Просто наш пацан дерется с Дагестаном. Его бой не вариант был пропустить, посмотреть. Как я успел и там, и тут. Я и там, и тут. Я своей команды капитан. Они меня все слушают. Но они иногда тоже много любят болтать. Но они там много разговоров, да, из-за этого их надо иногда мотивировать, да, перед игрой. Говорить. Затыльниками? Да. Прям реально, да? Иногда, например, вроде когда Челси играем, они в себя не верят, думают, сейчас проиграем. Я им говорю, давайте. Если вы так будете думать, мы никак не выиграем. Из-за этого их надо мотивировать, потому что они англичане, у них не такой менталитет. Как я пришел в Манчестер Юнайтед, я был всегда лидером. И лидером не показывает то, что я лидер сердца, а не повязка мне ничего не делает. Я без повязки, с повязкой я всегда лидер в команде. Всегда подбадриваю, говорю, что можно было сделать лучше, что они плохо делают, на чем им надо работать. Да. Как Мухаммад сказал, они иногда дают задние, когда играют против больших команд, как Челси, Ливерпуль. Они думают, нас сейчас выиграем, мы сейчас проиграем. Их надо подбадривать. Несколько раз покричишь, они уже соберутся и будут играть намного лучше. Амарим играет по определенной системе и очень строго. Он прям вообще никогда от нее не отказывается, да? И если он еще не на несколько лет, то, судя по всему, тебе придется как бы в эту систему вписываться. Вот в этой схеме 3, 4, 2, 1. Ты себя кем видишь? Ну, я с ними тренировался, и они меня уже ставили пару раз в позицию, где Бруно играет. Я думаю, я бы смог там играть. Там, если ты полузащитник, там большой разницы нету. Я бы сказал, вот для фулбак, уингер, где играет Амад, вот это трудная позиция. Вот в этой тактике это трудная позиция, потому что ты должен делать две работы. Бегать как уингер, как полузащитник, и еще должен возвращаться обратно как защитник. Из-за этого, я думаю, для меня это небольшая... Но Бруно играет в глубине, он даже не играет в первой тройке нападения. Я бы сказал так, я думаю, Бруно он везде, даже на данный момент он с мячом, он играет слева в защите. Но мне вот в этом мне и Бруно и нравится, потому что команда иногда даже поднастраивается под него. Он, куда бы он ни пошел, где он должен был быть, кто-нибудь из других игроков, типа, заместо него. We asked him about his position, and he really doesn't know for sure. What position is he? I think he's right. When he was younger, he played everywhere. I remember one game with United, we went to a tournament, and my defender fell out. And it was one of the tournaments where we started very bad. Uh-huh. But he changed the tournament completely. We eventually won the tournament, and he played every single position there. So he's always been a kid where, even at under 12s, you ask him to play right back, he plays right back. You ask him to play striker, he plays striker. You ask him to put him in goal, he probably enjoys it in goal. Sometimes in futsal arena, he was in goal as well, and he was good. He can do everything. Куня забил. Первый гол! Это первый гол. Первый гол! Он говорил, Куня забивал. Он заслужил гол. Он очень хорошо играл в последние игры. Как забили? Четко забили. Скажи, пожалуйста, был ли турнир, либо, может быть, какое-то событие в Манчестере уже, когда ты понял, что все, я буду футболистом? С самого начала тренировок я знал, что я самый лучший на тренировках. Из-за этого они через год меня уже играли на год старше. Я поехал на соревнования в Германию, и приехал мой отец. Когда приезжает мой отец смотреть на меня, я играю еще лучше. Это лучше? всегда для меня так, да. И было соревнование, где мы играли против Боруссии, Баварии, Боруссия, Аякс.
И я забил там тоже 3-4 гола против Баварии. Мы не выиграли соревнования, мы пришли вторыми, мы проиграли Аяксу. Но я лучшего игрока забрал турнира. И вот тогда я понял, что я хорош. Какой минус у Амира? Он не любит рисковать. Он всегда хочет быть лучшим. Он всегда хочет не ошибаться. А если ты не ошибаешься, ты лучше не становишься. Мы ему говорим, пробуй, рискуй. Не рискуй, но у него все равно получается. Газик. Газик рискует, Газик ошибается, он пробует, он делает. I watch a lot of Match of the Day. Yep. And then you got commentators, you got like ex-professionals. And all I hear them say is, oh, this guy is brave. He's taking the chances. He's like Cunha, for example. The people that make the game changers, that's what you call them. Can you be a game changer? And you know what game changers look like Ronaldinho, like Figo, like Pirlo. Those people that when they have the ball, you don't know what's going to happen. And I want Amir to be like that. So he's unpredictable. You like when he gets on the ball, you know something's going to happen. You just don't know what. It could be a pass. When Bruno first came to Manchester United. Still now, a pass, a shot from far, one player taking on two players, boom. That's what we want to see from Amir. Твой, да, старший брат? Да. Легенда футбола забил. Казимиро. Блин, ты прикинь, кто вот рядом с тобой, да, какие имена? Да. Один момент даже, когда Роналдо был здесь было очень много таких знаменитых игроков. Вот тогда время было прям нереальное. Роналдо, Казимиро, Бруно, они все, когда были, вот тогда был прям топ. Ты когда играл в детстве еще в Дагестане, ты где-то находил футболки? Не знаю, там, может быть, они были неофициальные, может быть, на рынке ходил, покупал. У меня просто было куча таких паленых футболок. Вот, паленки, очень много паленок было. У Неймара было, я помню, очень много, и Месси. Месси, Роналдо и Неймар. А в тот момент я только их троих знал. Амир, мы здесь отобрали несколько футболок, которые близки именно твоему сердцу. Да. Давай пойдем по порядку, и ты нам про все расскажешь. Вот давай. Чем знаменита вот это? Ну, понятно, что здесь не тот номер, не та фамилия, да, но я именно про дизайн. В этой футболке я первый раз, после того, как я подписал контракт, первый раз вступил на Олд Траффорд. У нас была дружеская игра. Как раз мой отец пришел на эту игру смотреть, я там 3 гола забил. Против своих же, но старших. Мы сделали такую игру против своих же, но мы были младше, чем наша команда старше. И я забил там 3 гола против своих же. Следующее. Это уже Руни. В этой футболке в 2018-2019 году, когда я подписал за Манчестер Юнайтед, я ее одел на себя первый раз. Я помню, когда я контракт подписывал, они мне даже такую подарили. С моим именем у меня дома, с 9 номером. На тот момент, я помню, еще Лукаку даже играл в Юнайтед, и мне дали его фотку с подписью, где он подписал, типа как подарок мне дал. Эту футболку я первый раз одел за свой клуб. Вот эти вот, ну давай вот с такой начнем. Давай вот это уже, вот спонсор поменялся, я вижу. Да, это спонсор поменялся. Это я уже вошел в клуб, играл уже. Вот твой Кент. Да, Бруно Фернандес, да. Это как раз таки я был капитан команды, Under-14 тоже. Мы выиграли премьер-лигу, клуб за Under-14. Первое соревнование, которое я выиграл за клуб, быть капитаном. Ого. Так-то я выигрывал до этого, но капитаном первый раз выиграл. То есть ты уже в Under-14 ты уже был капитаном? Да. Under-14, Under-15, Under-16 я был капитаном, Under-17 был капитаном, и сейчас Under-18 тоже. Прикинь, как ты традиции проносишь. Да. Если за первую команду выйдешь, можно будет сказать, что ты капитан, что, не знаю, десятилетия. Так. Вот эта футболка тоже много чего значит. Так-то здесь Роналдо, но в этой футболке первый раз я поехал играть на 2 года старше в Ирландию. Очень сложное соревнование, называется Суперкуб. Суперкуб в Ирландии, он проходит каждый год. Даже Газик в этом году был там. Там хорошая команда, там Рейнджерс. Против Рейнджерс как раз я сегодня помню, мы против Рейнджерс играли в финале. Рейнджерс шотландский. Шотландская команда. И мы выиграли их как раз таки. И вот тогда я играл полную игру в финале. На 2 года младше я был, но я полную игру сыграл и болел в тот день. Очень сильно я болел, но я не хотел им говорить, что я болею, и мы выиграли. У тебя температура типа была? Да. Сколько? 37 было, я помню, маме звонил, я не мог с кровати встать. Жесть. Подожди, а сколько у тебя уже трофеев ты считал вообще? От 7 до 10 точно есть. С командой личные. А так мои еще, где я лучшего игрока выигрывал, лучшего бомбардира иногда на соревнованиях. Где я был капитаном, я скажу, я выигрывал 1, 2, 3, 4.
4 точно. Мне нравится, как ты отмечаешь те турниры, где ты был капитаном. То есть Да. ты как будто их считаешь такими более своими, да? То есть я лидер, я привел команду. За это, но еще то, что я вспоминаю, то, что я поднимал кубок. И я помню, у меня есть даже фотки, где я поднимаю кубок и точно 4 выигрывал. Супер. И давай последняя, она не манчестерская. Здесь у нас Деклан Райс. Кстати, если ты полузащитник, и ты говоришь, что ты не знаешь, какой ты именно полузащитник, мне кажется, вот Райс один из самых универсальных вообще Да, полузащитников. на данный момент. Это вообще пример, да, такой? Да. То есть он может и в глубине играть, и подключаться, Да, сбивать. но он очень мне нравится. Эта футболка сборной Англии, это первый раз, когда меня вызвали за сборную Англии. И я вообще был радостный, потому что, это, считаю, в Англии одни из лучших игроков только бывают. И я как раз-таки дебютировал в этой футболке. И я помню, я забил. Нет, в ней я не забивал, в ней я дебютировал. В следующем году, после этого, я уже забил против Италии, где мы выиграли 2-1. Какие у тебя эмоции вызвал первый матч за сборную Англии Ю-15? Это было очень прям нереально, потому что они собирают самых лучших игроков из клубов. Из-за этого я уже знал некоторых игроков, и для меня это было легко, потому что я мог с ними разговаривать, и мы как-то сдружились со всеми. Первый раз, когда я играл за сборную Англии, мы играли против сборной Италии, и был счет 1-1, и я забил на последних там 10 минутах, забил гол. Я вышел на замену и забил гол, и мы выиграли 2-1. И вот после этого у меня прям эмоции такие были хорошие. И тренеру понравился я, и вот так. И после этого я травмировался. После игры прям там за сборной. Там травмировался. Ты сказал, что немного знаком с Пеняевым, а ты еще с кем-то общаешься из своих сверстников, футболистов из России? Мне писал один с сборной России. Он капитан сборной России, кажется, он under-19 сборной России капитан. Как-то у него как-то написано, но я его имя не знаю. А что писал? Он спрашивал, что будешь играть за сборную России. Я сказал, может, один день приеду. Ну так скажи нам, будешь за сборную России играть? Россия — это мой народ, моя родина. Но ты уже вызывался в юношеские сборные Англии. Да, за них тоже играю. Я на данный момент играю за сборную Англии, так как это легко, потому что это в Англии. В России меня тоже вызывали. Как ты вообще в итоге будешь выбирать? Что ты будешь анализировать при выборе сборной? Я родился в России, во-первых. Во-вторых, в Англии, если бы выбор был бы между двумя игроками, английским и русским игроком, я бы думал, чтобы они выбрали англичана, потому что это с их родины игрок. На своей родине играть со своими пацанами, это было бы очень лучше. Я хочу играть на высшем уровне, из-за этого я говорю Англия, потому что Англия, она выступает на данный момент везде, но Россия, она не выступает нигде. Что будем делать с национальной командой? Потому что, будем откровенны, конечно, было бы приятнее нам, если бы вы выбрали сборную России. Как вы будете выбирать главную команду для своих сыновей? Да, почему бы нет? Нам хотелось, конечно, представлять сборную России, страну, в которой мы родились, стране, в которой мы выросли. И нам бы очень было бы приятно, если мои дети представляли бы эту страну. Вы с РФС как-то общаетесь? Да, конечно, да, они с нами на связи, они нас приглашали несколько раз. Но представим, что сейчас Амира приглашает на чемпионат мира сборную Англии Ю-17. Как вы поступаете? Если нету приглашения от России, то, я думаю, мы соглашаемся. Как в Англии обращаются к тренеру? Это мистер, сэр или как вообще? Флетчер. Просто Флетчер? Да. Даже просто Флетч. То есть Да. ты подходишь к тренеру и говоришь Флетч? Флетч, да. Так не делается в сборной России. Да, я знаю. Не надо говорить Карпину. Да? А как? Сэр? Ты будешь говорить Карпину. А как? Сэр? Георгич? Георгич. По отчеству. Да, по отчеству. Все, Валерий понял. Георгиевич. Здесь они так, без здесь вообще фамильярности, легко. да. А подожди, в первой команде как они говорят тренеру? Рубен? Рубен? Да. Ну, в Италии... Босс. Как говорили, помнишь, нас Журавель рассказал, как говорят Гаффа тренеру сборной в Англии? Гаффа. Гаффа, да. Можно тоже Гаффа говорить, но мы никогда не называем нашего тренера Гаффа. В Англии они находят короткое имя. До Флетчера у нас был тренер Адам Лоренс, а мы его назвали Ад. Хорошо, что ты мне это сказал сейчас. Я тебя готовлю к сборной России, Всё. хорошо? А как тебя называют здесь? Они меня называют Амия. Амия, да. Они не могут выговорить «Р». Но меня называют в большинстве Ибра. Не, ну в футболе Ибра это знак качества, ты же понимаешь. Да. Ибрагимович. Ну, конечно. Я, насколько понимаю, здесь отсчет возраста в академии не такой, как к которому мы привыкли, да? То есть здесь считают не от 1 января. У нас в России по годам, если, например, 2008 года, они играют все 2008, 2005 играют 2006, они все играют с дублем. А у нас здесь по-другому. Вот у меня в команде игроки 2008 и 2007.
То есть они по сезонам считают по год? сезонам, да. Вот Типа так. с сентября начинается отчет? Да. И я иду самым младшим в команде у себя. Ты родился в апреле, Да. и как бы в России у тебя было бы преимущество Я ты вообще- в первой половине года, да? Да. А здесь-то наоборот. Наоборот, да. У вас, ребят, когда день рождения? У меня 21 мая. Ты старший или младший? Я младший. Да, он еще младше. А он самый старший. Октябрь. А, октябрь, то есть тебе, наоборот, в Англии повезло. И как? В смысле? Ну, ты старше в своем возрасте. Ну, повезло или не повезло? Повезло в том, что он самый старший, но не повезло в том, что за сборную Англии ему будет попасть в команду очень трудно. Если бы он был бы 2010-го, то он точно выиграл бы там. А он 2009-го, он считает на год младше меня. Мне Амир сказал, что папа говорит нам, ну, детям, да, своим, что вы мое главное дело, вы мой бизнес, грубо говоря. У меня нет других дел, кроме вас. Я правильно, что сейчас все ваши силы, как главы семьи, брошены только на детей? Да, иногда такое бывает, что, например, когда Амир придет, например, с тренировок или там Мухаммад, я их начинаю вопросами, что вы, например, там сегодня делали. Для них же это обыденное дело, как бы одно и то же, да, они знают, что они делали, да, а для меня, я знаю, что они не одно и то же, это разное, да, и для меня все интересно, я анализирую. И он говорит, папа, ты постоянно на диване сидишь, ничего не делаешь, одно и то же, почему ты бизнес не сделаешь? Мне Амир говорит, займись чем-нибудь. Я ему говорю, я не понял, бизнес у меня был дома, я бизнес как бы оставил, вы мой бизнес, я же вами занимаюсь, как бы, да. Отец переехал в Англию чисто из-за нас. Мой отец был бы рад жить в Дагестане. Он здесь, ему делать нечего. Он даже нам говорил, что оставил свою семью и переехал сюда. Это для нас, для семьи наших. Не, ну вы когда переезжали, отец же не думал, что вы в футбол играть? Нет. А что он думал, ты будешь делать? Для учебы, для нас, для лучшей жизни, для перспективы. Здесь перспектива в Англии, она лучше вообще в общем. Потому что там, в Дагестане, жизнь, она чуть сложновато. Там зацепиться за что-то сложновато. Из-за этого отец решил переехать за границу. Ну, как Амир говорит, я его брат, я его друг. Как у нас и отцом такие отношения у всех. Раньше у нас отец очень строгий был, мы очень боялись отца. Но сейчас сложилось время так, мы переехали сюда. Отец понял, что лучше такие отношения. Для него такие отношения более удобнее. Как дружеские отношения, пойдем в зал там вместе, потренируемся там. У нас соревнования, как бывает, и качка, и турники, и отжимания дома. И по бегу у нас раньше, он и то умудрялся с нами конкурировать. Я говорю, старый, те куда там займись своими делами. Он там с нами бегал. У меня дома конкуренция. Не спортом, хочешь ты или не хочешь, надо заниматься. Понимаешь? Вы мне говорили, пока наши операторы установили камеры, что вы по этой набережной каждый день бегаете. Как я понял, что минимум 6 километров пробегаете. Это вам важно для чего? Для хорошей физической формы или для дисциплины? Или для примера для сыновей? Не, у меня есть очень много вещей, которые я иногда даже делаю против своего настроения, против своего здоровья. Для чего? Для того, чтобы мотивировать своих детей. Я их мотивировал с самого детства. Почему? Потому что дети, они на сегодняшний день со мной конкурируют. Хоть они молодые, я уже взрослый. Они стараются, они еще в обне как пурета видят. Они видят конкурентов в беге, конкурентов в подтягивании, в отжимании. Потому что я заложил в них. Вроде бы они, наверное, понимают, что я не могу с ними никак конкурировать. А они видят. Почему? Потому что я создал такую конкуренту не только со мной. Я создал конкуренту между ними даже. Они даже между собой конкурируют. Например, я прихожу, я никогда не молчу. Я прихожу и говорю, я сегодня пробежал 10 километров. Они на меня смотрят. 10 километров пробежал? Ну и что? Я вчера 12 пробежал. Или, допустим, я пошел сегодня в зал. Папа, они говорят, ты в зале был? Да, сколько? Ну, я вот ушел в 12, пошел в 4. Ты что там делал? Я занимался. Оно стимулирует, как бы, да, детей, да? У нас вот этот район, который я тебе говорил, где поле, у нас прямо такой круг был, мы уже отметили, мы каждую неделю 3-4 раз бегали стабильно, 5 километров, по часам измеряли время, и мы часто выходили, бегали. И вот как бывает, тут придем после ужина, за столом сидим, там, кто сколько побегал, папа спрашивает, там, за сколько прибежал, что, Амир тебя порвал, да, сегодня, там, так бывает же. Я говорю, давай, что, зачем по времени, давай вместе побежим, я не верю, у нас как бы, я не верю его время, он там останавливает, там, умудрялись так друг друга, ну, подшучивали. И бегали мы с Амиром, честно говоря, бегали, одно время бывало даже, ну, это давно было, конечно, года 2-3 назад я Амира умудрялся выигрывать по бегу, раньше прибегать, но потом один раз уже я понял, что как бы в футболе они стабильно бегают. Амир в академии всю дорогу больше всех пробегает, и по скорости там один из лучших входит, первый, второй номер. На всю дорогу у них же там радары бывают, эти датчики бывают. У нас один раз, короче, принципиальный спор с ним был.
Мы бежали 5 километров, в 18 минут уже было, и вот ровная вот такая дорога до нашего дома. Там уже если рывок дать, он там укладывался плюс-минус 18:05, 18:10. Вот такой у нас этот был темп, 25 километров за 18 минут. Он побежал, я за ним. 18:05 он прибежал, я вот рывок хотел дать. И у меня, короче, вот, прикинь, заклинило вот здесь. Все, я вот так остановился и не смог дальше продолжить. Вот тогда рекорд. И с тех пор все, я уже понял, что с ним не вариант больше соревноваться. У вас конкуренция есть в семье, да, между братьями? Всегда была у нас конкуренция. У нас очень часто соревнования бывали, даже было, что я его догоняю, там один не остается, он там берет мне, там, либо подшутит, либо там руку дернет. Отец даже, вот, бывает, он любил конкурировать. Как мы между собой, братьями, не будем конкурировать. Там мы друг друга, иногда было, чуть ли там не до драки доходит, они там между собой, братья А младшие. это помогает разве дружбе? Но иногда, конечно, у друг друга обиды остаются. Иногда даже бывало, что отец меня заставлял пойти с младшим братом на велик сесть и заставить его бежать. Потому что младший брат, он чуть-чуть уступал, это давно было, тогда еще, когда мы жили в другом доме. А он заставлял меня, чтобы я, иди, твой брат, посмотри за ним. Он говорил всегда, отец, как своим. Если он достигнет чего-нибудь в жизни, тебе тоже хорошо будет. Иди с братьями, время не теряй. Мне приходилось выехать на велике, даже если я потренировался, побегал, уже все сделал. Он меня заставлял выйти на велике, посмотреть, как он бежит, подталкивать его, подгонять. Вот я сколько смотрю на игры, сколько ездил я, Амир маленький, пока вышел с академии, пока тренировался, я каждый раз на игры ходил. У них как бы дети, они падают, там симулируют, я к чему говорю. А вот Амира, когда там либо подбьют, либо там как бы скосят, либо что, он там падает, кувырок делает, встает, дальше бежит. И вот очень много родителей удивляются этому. А это как у нас в Дагестане, как бы у нас же борьба, все эти кувырки, гимнастика, все же мы уже привыкли ко всему этому. И с детства Амир, потому что как бы рвал и метал, и вот он заслужил свое место в Манчестер Юнайтед. Всем, когда нравились, как я играю, они подходили к моему отцу и узнавали, это твой сын. О, very good. Потому что он не умеет разговаривать на английском, они им говорили, простые слова. А мой отец мне это никогда не говорил. Мой отец не любит мне говорить про меня хорошее, то, что кто-то говорит. Хвалить, да. Да, хвалить меня не любит. До сих пор, даже с других команд, когда мы играем против других команд, моему отцу подходят и говорят, это твой сын мы слышали, очень хороший игрок. Вот что мне нравится в людях в Англии, то, что у них нету никаких зависти, они не завидуют. Ага. Если твой сын играет хорошо, они подойдут и скажут. Амир первый прям так показали, субмарин. Амир, помнишь? Он был вообще, его куда ни помеди, он сейчас не хочу это получать. Да. Это самый большой мир тогда, когда родители хвалят своих детей. Пойдем? Вы не любите сказать? Нет, конечно. Вообще у нас нельзя хвалить, особенно при детях. Но так как информацию дать надо, но просто он как бы за что не брался, все у него как бы получалось. Шашки. Вытянулись комнату. Побежал там, догнал. Там поволосы, там прием, как тебе сказать, ну ты сколько там, да, ну пошел на клуб, нас как бы, он целенаправленно на борьбу, он ходил борьба, ММА, там было грэпплинг, у нас же все смешно, мы ходим везде, понимаешь, где у нас время есть свободное, мы заполняем все, там была гимнастика, ходил на гимнастику, там показатель был хороший, на ММА показатель хороший, со мной они как болельщики ходили, как игроки ходили там сзади воротами, там, когда мы играли, там умудрялись вратаря, короче, отвлекать там даже, чуть-чуть углядите, там оказались стоят, там за раз, там вратари мешают, там на воротах стоять. Такое тоже было, да, с детьми, да? Да, это может быть не только мои дети, многие там дети у них начало есть, начало у всех бывает, просто не все родители ведут своих детей до конца. Может быть, я так думаю. Надо просто верить в своих детей и как-то вести до конца. Мне кажется, еще как будто важно, что вы помимо спорта еще будто даете психологию, то есть вот не сдаваться, воспитание, вот эта целеустремленность, вот это, мне кажется, не менее важно. Нет, если я кого-то сужу, или если я кого-то что-то подсказываю, или кому даю совет, я всегда совет не даю чей-то. То, что испытал на себе я. Я всегда мечтал быть спортсменом, борцом. Но я все причины создавал быть борцом, да. Ну, у нас же город такой маленький, Буйнакс, да, допустим, да. Да. Да, была борьба, да, но на уровне той борьбы, которая тогда была во всей России, да, ну, маленький Буйнакский, это уровень тяжело, да. Был все равно тяжело. У нас мы не понимали на тот момент, да. Мы тренировались, но не понимали, что
класс борьбы, уровень борьбы буйнакский немного был слабый. Мы боролись, мы максимально для буйнакского уровня делали, там, боролись в чемпионат Дагестана, там, чемпионат города, что-то выигрывали, где-то проигрывали. Потом с вольной я перешел как бы на классику, ездил в сборную Дагестана на российские турниры, там боролись, да. Все я делал, но не стал знаменитым имеется новым борцом, да. А другая сторона у меня есть, что у меня был брат, есть, вернее, сейчас скажу, он был очень одаренный борец. Вот. Он боролся, он тренировался, он был очень техничный, очень одаренный. Ну, по молодости он не хотел тренироваться, он больше хотел гулять, понимаешь, ну, там, понятно, да. Молодежную, как бы, да, имеется в виду вот это. А я как бы хотел быть знаменитым, да, но у меня, может быть, да, не было совершенно, но желание было очень большое. И это желание я до сегодняшнего дня использую. У меня сейчас тоже желание, сейчас тоже занимаюсь. Мне говорил папа, что для вас, ну, для всех, момент был решающий, это пандемия. Когда была пауза, да, локдаун, и вы, он говорит, тренировались вместе с ним каждый божий день, и еще с Ильей. Да, это было очень хорошее время. Это было время для нас, чтобы догнать всех. Нам повезло, что вот где мы жили одно время, там у нас прямо вот так перед домом, вот через дорогу, огромное поле, площадка футбольная. Там Илья помогал нам, приносил фишки, мячи. У него там школа футзальная, Амир, они всю дорогу работали. Я там с ними работал, как бы для меня кардио, тренировки. Там иногда тренера звал на поле, там лапы побить. Ну вот мы активничали, мы активно тренировались. Я думаю, даже за счет этого, за счет упорства, очень многих мы обошли. На самом деле мы иногда скучаем по этим временам. Такой серьезный лагерь у нас был. По 3 тренировки в день было. Потренируемся, покушаем, тренируемся опять. Но у нас тренировки не такие, 1,5 часа. У нас по 2 часа, по 3 часа. Мы приезжали на вечернюю тренировку, начинали в рассвет, там в 3-4 часа, заканчивали в 7-8. Уже в темноте там что-то бегали, рывки делали. Ты рассказывал, что вы даже ездите вместе отдыхать, и даже на отдыхе, в отпуске тоже устраиваете тренинг-кэмп. Если мы отдыхать, нам как будто, чтобы рядом поля не было и мячей не было. Сказали друг другу, хорошо, у Амира, у Газика предсезонка начинается через 3-4 недели. Давайте съездим, отдохнем, ну, там немножко потренируемся. А немножко потренируемся у нас не получается. Мы вставали в 7 часов утра, тренировались 1,5 часа. Ну, просто на зарядку пацаны вышли. Как мы пробежимся, у нас уже кровь разгоняется, и мы уже не можем останавливаться. И вот так у нас каждый день двухразовая тренировка была. Ну, съездили отдохнуть, да. Ты сказал, что в команде часто спрашивают про Дагестан тебя. Ты им что отвечаешь? Они у меня очень много спрашивают, ты реальный дагестанец или ты родился в Москве, или ты россиянин? Я говорю, конечно, я дагестанец, я родился в Дагестане. Когда кто-то говорит про Дагестан, они все говорят не футбол, они все говорят ММА, спортсмены. Но это из-за Хабиба все. Хабиба, вот. Из-за этого им нравится то, что Дагестан, значит, ты борешься, значит, ты борешься с медведями. Честно сказать, я когда был в России, там у них бывают иногда медведи маленькие. И они что, боролся с медведем? Нет, и они играются с медведями маленькими, с большими-то никогда. Из-за этого я погладил медведя, но из-за этого я им говорю, что я гладил медведя, и они такие все в шоке. Они думают, что медведь это он сразу дикий, он кушает. Что еще спрашивают про Россию? Про Россию или Дагестан? Ну, Россия, Дагестан. Да. Они думают, что Дагестан это горы, чистые горы. Там ты чисто... Дагестанцы, они лазят по деревьям, там люди дерутся за еду, они так думают. Но я всегда им говорю, смотри сюда, если бы я тебя забрал бы в Дагестан, тебе очень понравилось бы. Они говорят, не, я не поехал бы в Дагестан. Там же очень гостеприимные люди в Дагестане. Вот. Они не знают, они думают, что Дагестан, там все сильные, там они боятся дагестанцев. Я говорю, там, поверь мне, там еда вкусная, там люди хорошие. Море есть Каспийский. Икра вкусная, черная. Вот, икра мне не нравится. Как это? Не нравится, я не люблю икру. Ты любишь черную икру? Нет. Ты из Дагестана? Не люблю икру. Честно сказать, мой отец привозит икру, моя мама очень любит икру, брат любит икру. Я не люблю икру. Не знаю почему-то. Слишком... Соленая? Соленая, да. Когда ты говоришь здесь, что ты из Дагестана, это как бренд. На самом деле очень было тяжело поначалу мне найти бой. Они хотели драться, и очень тяжело было. Там даже было в бою уже там 2-3 недели, там соперник снимается. Узнав, что ты из Дагестана? Да. Ничего себе. Но иногда даже вот поменять обстановку, я люблю полететь в Дагестан и пройти полную подготовку в Дагестане. Но как бы в Дагестане я чувствую себя более комфортнее, больше набираю в Дагестане. Можно даже сказать, не физики, вот морально, вот ментальная составляющая вот в Дагестане именно. Как бы наши все голодные дагестанцы, все хотят ворваться в лучшие лиги.
Если наши дагестанцы что подпустить, UFC, PFL, они разнесут там всех. Просто перевернут организацию. Наши все будут везде. Ты сам борьбой тоже занимался? Да, Любишь борьбу? да. Я иногда со своим старшим братом даже хожу, борюсь иногда, да. И дома у нас бывают такие моменты, где мы друг с другом боремся. А какой вид спорта любишь больше, футбол или борьбу? Не, футбол. Если бы мне дали бы выбрать карьеру, я точно не пошел бы в борьбу. Там вообще, вот смотри, у меня Ну, одна... у тебя классика или вольная? Классика. И вольная, я по двум могу. И вольная, и я классика, и вольная да? боролся, и классики боролся, да. Но мне одно не нравилось, то что вес, как они гоняют, это вообще, я бы не смог бы такое сделать. Я вижу своего брата старшего. Как раз таки, как я говорю, то что мы с ним, у нас очень близкие отношения, но когда он гоняет вес, я стараюсь от него держаться подальше. Почему? Он злой? Да. Он на каждую маленькую вещь он может кликнуть, и у него может поменяться настроение, у нас может конфликт появиться. Из-за этого я от него стараюсь подальше держаться. Не только я, моя семья, мой отец, даже моя мать, они все говорят, мы оставим его, он гоняет вес, с ним не разговаривать. А у тебя есть объяснение, почему у дагестанцев в крови любовь к борьбе? Думаю, то, что жизнь в Дагестане, она очень трудна. И добиться чего-то там тоже трудно. Из-за этого наши спортсмены, они трудолюбивые, они всю свою жизнь отдадут спорту, и они хотят стать чемпионами. У нас такое есть, что у нас все хотят стать чемпионами. Из-за этого у нас конкуренция очень большая в Дагестане в спорте. Еще заработать у нас там очень трудно. Из-за этого некоторые спортсмены всю свою жизнь отдают спорту, потому что они знают, что в этом есть и деньги, и они могут обеспечить свою семью, помочь своей семье. Многие спортсмены, если ты даже у них спросишь сейчас, они все семьи, у которых не было ничего. А почему такая тяжелая жизнь в Дагестане? Так как я всю свою жизнь не жил в Дагестане, я это не видел. Из-за этого я не знаю, но я думаю, что, как я сказал, что там перспективы нету, зацепиться ни за что, там много денег нету. Из-за этого люди хотят что-то сотворить, из-за этого они трудятся больше, чем люди, например, в Англии. В Англии люди, они знают, что они могут работать, они учатся, и у них стопудово будет работа, они найдут работу и будут зарабатывать много денег. Но в России, не в России, в Дагестане это очень трудно. Объясни, какой дагестанский характер. Вот это уже большая роль. Очень развитые люди в характере, вообще во всем. Потому что, как я сказал, они из бедных семей. Из-за этого, чтобы стать кем-то, ты должен проявить характер. Ты должен тренироваться больше, чем другие. В Дагестане я был года 2 назад. Года 2 назад я ездил увидеть бабушку, дедушку. И мы там отдохнули, как раз таки летом я поехал туда, отдохнули там, и я поехал сразу после этого на предсезонку в Турцию. Дагестан понравился, честно сказать, мне. На пару недель, а так там жить я бы уже не смог бы, я думаю. Не смог, уже у тебя немножко другой менталитет. Там уже, да. Я уже говорил у тебя за камеру, что мы нашли такую изюминку, как создавать хороших футболистов. Дагестанский дух, футзальная техника, совмещаем и все, пошли. У нас уже на проекте стоит несколько маленьких игрочков, что мы уже подготовили, да? Местных. Нет, дагестанцев. Дагестанцев? Дагестанцев, конечно. У нас У5 есть, У6 есть, У7, которые мы уже потихонечку растим. И нас попросили, возьмите под вашу опеку. Вы конвейер дагестанский здесь футболистов запускаете? Потихонечку мы, да, с Черимом. Знаешь, вот у Сергея Гальского была мечта, чтобы 11 воспитанников вышли в основе Краснодара. А если 11 дагестанцев выйдут в основе Манчестер Юнайтед, я даже не знаю, что с футболом будет. Ну, не знаю, но мы работаем над этим. Мы совмещаем и ММА дагестанское, и футзал, и дух, так что кто знает. Ну, а смотришь какие-нибудь сериалы, фильмы на русском языке? Да, я смотрел русский сериал «Слово пацана». Так, а что скажешь? Оценка? Неплохо. 4-5, да, мне понравился. А что понравилось? Главный пацан, который снимался, Адидас. Адидас. Вот он понравился мне. Такой боевой. Да, четко, прям. Похож на Дагестан? Да, мне вот вспомнил я то, что как Россия, Дагестан, мне вспомнил вот в эти времена, как мы с пацанами раньше молодые, с братьями, да. Просто это было ходили. 90-е годы, то, что в сериале. Ну, даже конец 80-х, это было 80-е годы. Вот, а то ты же самое родился сейчас... в 2008-м. Да, ну то же самое у нас. Там пацаны лазят друг другом, делают плохие вещи какие-нибудь, что-нибудь навредят кому-нибудь. Это всегда везде такое. Молодые всегда хотят навредить чему-то. В Англии другое вообще общество? Точнее, поколение, дети вот твоего возраста? Вообще разные. Я не знаю, как сейчас на данный момент в Дагестане, России общество, дети как растут. Но когда я был молодым, и то, что сейчас происходит, здесь вообще разное. Здесь дети сейчас
телефонах сидят, играют многие игры. А раньше мы выходили на улицу, играли с друг другом, играли в разные игры. Если знаешь, такая игра есть сифона. Да. Ты набираешь бутылку камнями и как бы бегаете за друг другом и кидаете друга. Если попал в тебя эта бутылка, ты ее поднимаешь, и потом ты бежишь за всеми, кидаешь. Прятки играли, потом в футбол играли. Хотя у нас полей не было на полу. Мы играли во дворе на асфальте. На асфальте. Книги читаешь на русском? Да, но немного. Вот в этом мне папа очень много делает замечания. Он говорит, у меня времени бывает книги читать, но он хочет, чтобы я читал книги. На русском языке? Да. Или на английском ты больше читаешь? На русском читаю, на английском читаю, я еще Коран читаю. А, на арабском. да. Вера для меня на первом месте. Это всегда было для меня на первом месте, так как все то, что для меня сделал Всевышний на данный момент, то, что вообще, то, что как я попал в Англию, то, что все произошло, я благодарен Всевышнему вообще всегда. То, что дано мне на данный момент, это все от Всевышнего, я знаю. Из-за этого я очень верю в Бога, я читаю Коран каждый день, я совершаю намаз 5 раз в день. Встаю на утренний намаз, каждый день меня будет Отец. Если я не поклоняюсь Всевышнему, то Всевышний мне не даст того, чего я хочу, к тому, чему я стремлюсь. Вы сказали, что если бы не футбольная история, возможно, вы вернулись бы уже в Россию, в Дагестан или в другой город российский. Вам что-то не нравится в Англии? Нет, мне нравится все, но если бы не футбол, то Англия не подходит нам. Я бы не остался бы здесь. А что не подходит? Ну, не знаю, здесь климат не наш, это солнца мало. Я бы предпочел в другую страну, например. Ну, Дагестан, вернуться в Россию? Да, я бы вернулся, конечно, в Россию, в Дагестан, конечно. Потому что там у меня родители, там у меня родственники, там у меня... Я когда уезжал, честно сказать, не думал, что я уеду настолько долго, потому что у меня там родители, того у меня мать, того у меня... Я потерял отца, находясь здесь, как бы, да, вот, и обидно было, что в этот момент меня рядом и не было, да, хотя я вот на следующий день вернулся домой, да, как бы приехал, да, тепла все равно не хватает, да, но сейчас уже мы понимаем, куда мы идем и к чему мы стремимся, да, и как бы это нас и держит здесь. У тебя в Инстаграме почти 30 тысяч подписчиков. Довольно много. В основном это английские подписчики, правильно? Ну да, кажется. Давай назовем 3 самых звездных твоих подписчиков. Из Англии. Кто угодно. Английских. Может быть и русские, может быть и итальянцы, американцы. На меня подписан с Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд. Фердинанд. Да. Так, он занимает первое место, я думаю, что... Так, вижу, Рио Фердинанд. Круто. 6 миллионов подписчиков. Кто еще? Давай назовем Шапи, назовем с России. Шапи, да. Шапи назовем с России. Анана играет в Эвертоне, который играл. Анана сейчас играет в Астон Вилле. Ага. Он у меня подписан. С России Михаил Литвин. Так, это блогер известный? Да, блогер. На меня очень много бойцов подписано из Дагестана. Ну, понятно. Нурмагомедовы. Да. Тоже, да. А еще Спид. Тоже? Спид, ты знаешь его? Да, конечно. Он у меня подписан. Подписан тоже? Да, мы с ним общались. Серьезно? Да. Круто. Мурат Осман, это известный блогер из Дагестана тоже. Я тебе показывал. Да. У него тоже, он тоже Да. тебе подписан. Тимур Сулейманов тебе подписан, это нападающий Ростова. Ты играл в Локомотиве, сейчас в Ростове в аренде. Я даже не видел. Вот Амир. мне надо узнать больше Смотри, о российских футболистах. Я тебя должен познакомить со сборной России. Например, есть Батраков и Кисляк. Да. Они играют тоже в центре поля. Я уже представляю, фантазирую центр поля сборной России на чемпионате мира 30-го года. Ибрагимов, Батраков, Кисляк. Как тебе, Фил? Это было бы хорошо, это было отлично. Ну а что, нормально центр Из-за поля? этого мне надо познакомить с ним. Мы попросили Матвея Кисляка и Алексея Батракова, тебе Нобель уже эти фамилии называл, да? Это твои будущие партнеры по центру поля. Вот. Записать тебе вопросы. Амир, приветствую тебя. Слежу за твоими успехами. Ты огромный молодец. Еще и выбрал правильную команду Манчестер Юнайтед. За них я болею с самого детства. У меня такой вопрос к тебе. Расскажи про свой распорядок дня и сколько ты уделяешь времени восстановлению. Рабочий день на базе начинается в районе 9 утра. И вот сейчас мы снимаем, и я знаю, что ты торопишься, потому что в 6 часов вечера у тебя все еще там какое-то мероприятие. Да. Что нужно весь день делать на базе? У тебя рабочий день как проходит? У меня времени, вот, честно сказать, в неделю у меня времени вообще не бывает. Вот, например, когда отдохнуть, пойти с друзьями до воскресенья. У меня с понедельника до субботы у меня весь день забит. Ну ты же не можешь на поле находиться сколько там, 8 часов подряд? Ну, что-то другое можно делать. Например, вот после тренировки я иду в зал, делаю разминку, тренируюсь дополнительно еще раз в зале. На чем мне надо работать, мне уже сказали тренера.
в зале, strength-conditioning тренера сказали, на чем мне надо работать, над этим работаю. Потом хожу на йогу, на растяжку хожу в неделю 2 раза. Из-за этого у меня времени не бывает вообще, я домой прихожу спать. Амир, привет, я Матвей Кисляк, игрок ЦСКА, и хотел задать тебе вопрос. В Англии всегда было очень много талантливой молодежи, очень много ребят, которые привлекались к основе и в будущем становились лучшими игроками своих команд и в целом всей Англии. И, может быть, поделиться какими-то секретами подготовки английских футболистов. С какого возраста ты начал заниматься в зале? Я бы сказал так, что я начал заниматься с очень малого возраста, потому что мой отец любит зал. Он прям не выходит из зала. Он любит закрывать зал сам. То есть это не особенность английской подготовки, а скорее дагестанской. Да. И твои одноклубники, вот понятно, что там, когда они приходят в академию, там, не знаю, 8-9 лет, они еще не тягают веса. Вот Да. с каких лет их начинают загружать этим? Я бы сказал, с 13-14 лет они уже прям, джим начинается уже, подготовка сильная. Они начинают тягать веса и так далее. Вот у меня младший брат есть, Мухаммад, из-за этого я знаю точно, потому что он только сейчас, ему 13 лет, и он только к этому приходит, чтобы уже начинать тренироваться в джиме и делать какую-нибудь тренировку после своих тренировок в клубе. У нас в команде один главный тренер, это Флетчер, но есть еще один тренер, который помогает Флетчеру на тренировках. Есть тренер вратаря, это всегда. Потом тренер по физподготовке, их очень много, он не только один, их там 3-4. Они проводят разминку, они помогают нам в том, что нам нужно делать в зале. Потом у нас еще есть люди, которые снимают нас после каждой тренировки. Аналитики. Аналитики. После каждой тренировки мы идем в комнату и смотрим, пересматриваем тренировки и игры. Подожди, это у каждого возраста такой штат? Возраста, да. Или они на все возраста? У каждого возраста. Один день он выбирает, и он занимается чисто с каждым игроком. Вытаскивает мои видео с каждой игры, вытаскивает Это прям Флетчер, даже не ассистент? 3. Ассистент, тренер и камера, кто снимал. Ага. Они сидят вместе, и они показывают, например, 5-6 видео с моих тренировок, с моих игр, и говорят, что у меня отлично все получается, и над чем мне надо работать. Амир, скажи, вот ты играешь в команду до 18 лет, там тебя подтягивают в 21, иногда даже тренируешь с основой. И я так понимаю, что во всех возрастах есть такое движение. Это не сложно, я имею в виду, что у вас команды как таковой нет. То пришли там из младших возрастов, да, кого-то подтянули туда-сюда. У вас есть вот как таковая вот ваша команда какого-то возраста? Или вот постоянно движение? Man United — это команда талантов, им, чтобы главное, чтобы игроки из команды попали в первую команду. Из-за этого они не смотрят на то, что команда нужна сильная, мы должны выиграть. Они, если видят, что ты талант, они не будут тебя в одной команде держать, они будут тебя толкать. Из-за этого им как-то без разницы. Но футбол командная игра, тебе же нужно окружение, с которым ты сыгрываешься. Да. Ну, на данный момент у меня хорошая команда, у меня under 18, у нас прям все топовые игроки, но у нас 1-2 нет, так как они поехали за сборную играть. А так у нас очень хорошая команда under 18. Но, как я сказал, в конце дня это не важно, потому что тренера всегда говорят, если ты талантливый игрок, они тебя всегда будут толкать вперед. Не с футбольного, скажем так, мира твои сверстники, как с ними контакт? Например, английские девушки. Это нет. Английских девушек у меня нет. Они тебе пишут в Инстаграм, могут написать? Ну что ж ты... Смотри, честно вам сказать, у меня много девочек есть в моих запросах. Я в этом не сомневаюсь ни секунды. Из-за этого они есть. Но это как-то с религией не позволяет мне религия. И будет занимать мое время. Из-за этого я даже в ту сторону не смотрю. Но это английские девушки пишут? Да. А русские? Иногда. Это тоже бывает? Да. У меня вообще друзей нету. Не в футболе у меня друзей вообще нету. И я не хочу, чтобы у меня были бы какие-нибудь друзья, потому что друзья, они всегда бы меня отдаляли бы от футбола. Отвлекали, да? Отвлекали бы. Из-за этого я не хочу. Потому что у меня и у моего брата у нас одна цель – стать лучшим. Из-за этого мы с ним вместе, потому что мы знаем, куда нам нужно идти, куда нам нельзя. Из-за этого мы друг другу помогаем. И он за мной очень хорошо наблюдает, мне не дает шагу налево, шагу направо. Амир, конечно, для него, он понял, что в Англии, кроме братьев, ему ближе никого не будет, ни друзей, ни это, тем более в футболе. Особо у него времени нету ни туда, ни сюда ходить. Он знает, к чему идет, он знает свою цель, что он, если будет время свое тратить, а не в правильное русло направлять, что он потеряет время, только потеряет время. Но был случай в матче с Тоттенхэмом,
когда ты упал в штрафной, не было фола, но поставили пенальти, и ты с точки еле-еле катнул мяч. Что это было? Фэрплей? Честная игра? Это респект, да, это респект, потому что это было нечестно. Мы выигрывали эту игру тоже уже, там счет был почти 3-0. Я уверен был, что я еще как-нибудь забью гол. Не только пенальти, я знал, что я забью еще один гол. Из-за этого я так думал, я лучше буду фэрплей, отдам респект игроку, потому что это было как-то не по-моему. Я не люблю такие вещи делать. Не люблю показывать для камер, для чего-то. Это в крови у меня такая вещь, что я люблю помогать команде, я люблю играть для команды, я люблю быть лидером. У тебя был покер Ньюкаслу, вот, да. У тебя были голы Ливерпулю, Да. у тебя были голы Сити, естественно. Какой был лучший матч? Вот недавно, я вам скажу, был один из лучших моих игр за Under-21 против Ман-Сити, где я и обе забили голы. Так как я не должен был быть в составе вообще, потому что это Under-21 игра была в Манчестер-Сити. У меня игра была в субботу. Я играл в субботу, и в воскресенье у меня был день отдыха. Я пришел в воскресенье, понедельник на тренировке, хотя у меня не было тренировок. Я пришел тренироваться отдельно. У них игра была на стадионе. И они приехали на предигровую покушать еду и уехать на автобусе. И я кушал еду, и они пришли все вместе, сели со мной. Они меня спрашивают, ты что делаешь, ты вчера играл, ты что пришел? Я говорю, я просто потренироваться один, и тренеру понравилось, что я пришел потренироваться. Тренер меня позвал. Я думал, он меня позовет. Это тренер главной команды Under-21. У меня с ним хорошие отношения. Он меня позвал. Я думал, он меня похвалит, что я за вчерашнюю игру, потому что я забил гол, я сыграл очень хорошо. Он мне сказал, ты как себя чувствуешь? Я говорю, отлично, а что? Он говорит, один из наших игроков говорит, плохо себя чувствует, он сломался, он не может прийти. Ты хочешь поехать с нами? Я говорю, конечно. Против Сити играют. Я говорю, конечно, поеду. А у меня формы даже с собой не было. Я в тренировочной форме бутсы свои взял. Нормально. Бутсы взял, быстро сел в автобус и уехал. Я отцу позвонил, сказал, я еду на Сити. И как раз таки я приехал, и на замену 1-1 был счет. И я вышел на замену на последние 20 минут. И забил гол. На последних минутах почти гол забил. И вот тогда мы выиграли игру. И тренер вообще офигел. Он говорит, ты вообще здесь не должен был быть, и ты гол забил. Это вообще нереально. Отец мой, когда они с Ильей собрались вместе, они услышали то, что я поеду. И мой отец сказал, смотри, отвечай, вот он сейчас поедет и еще забьет гол. И как раз таки это случилось. Амир, но судя по тому, как ты говоришь о футболе вдохновленно, ты еще можешь играть, например, за две разные команды в один день. Такое было в твоей жизни, когда ты за команду Ю-18 и Ю-19 играл в один день два матча? Under-16, Under-18, да. Это было, я играл против Ливерпуля. У нас два поля рядом с друг другом. И я играл Under-16 за свою команду, и мы выигрывали их, а там наши проигрывали. Или ничья была, и тренер сразу меня заменил, а я такой, почему меня заменяет? Я не люблю вообще, чтобы меня заменял тренер в игре. И он отправил меня туда, а я потом понял. И как только я туда пришел, сразу футболку поменял, и меня запустили играть там. И там сыграл неплохо. И мы выиграли, кажется, ту игру. Там тоже выиграли? Да. Но я не забил, но мы выиграли. То есть ты просто готов в день несколько матчей играть? Да, если даже 3 было, я 3 тоже был. Как часто тебя привлекают к тренировкам Манчестер Юнайтед, главной команды? Часто, потому что им иногда нужна бывает помощь, так как они подготавливаются к разным играм. У них бывает травма иногда. В любой момент тренер может сказать, Амир, ты тренируешься в суперкоманде, так как у них травма, им нужна помощь. И зависит многое от позиций. Например, если полузащитник сломается, то нужны полузащитники. Пару недель назад я потренировался со своей командой, а первая команда тренировалась рядом с нами прям. У них была подготовка к игре. Я с другом пришел посмотреть на тренировку просто. Тогда сломался Угарте. А, видимо, тренер в тот момент, он не видел меня на стороне, но он тренеру позвонил и сказал, приведи Амира сюда, чтобы нам нужен игрок. Тренер меня искал по всему клубу, где думал я. И потом он меня увидел в конце, говорит, Амир, идем. И я с ним потренировался. Забил? Но я был в другой команде, я был в команде в обороняющей. Мяч много не трогал. Но ты еще не был ни разу в заявке? Не был. Когда это случится? Один бог знает, но я бы хотел в этом году дебютировать. Заявки быть для меня это не такое прям сложное. Я думаю, я бы хотел дебютировать. Некоторые футболисты, они, наверное, думают по-другому. Если у меня здесь не получится, я пойду туда, я даже об этом не думаю. У меня в голове только одно, я буду играть в Манчестер Юнайтед. Я пока так думаю, но если так не сложится, это суждено так было с Всевышним. Из-за этого будем находить другие
варианты. Но на данный момент у меня только одно в голове, то, что я буду играть за первую команду. Очень часто российские футболисты, которые говорят о возможном переезде в Европу, они говорят, что вот Англия – это самый сложный чемпионат. Но это все знают. Тут много борьбы, много физики, много надо бегать. Ты к этому готов? Вот именно по своим физическим данным? Точно. Я 100% готов. Потому что я с ними тренируюсь, я знаю, как по физике они. Мне надо чуть-чуть, я думаю, тактически чуть-чуть поднять. Если бы мне дали бы на данный момент сыграть с первой командой, например, 2 месяца, я бы зашел бы, я влился бы в команду. Я своим детям говорю, как бы по воле Всевышнего получалось так, что мы пишем историю, у которой есть начало, для которой нужен хороший конец. Вот надо сделать, чтобы был конец хороший у этой истории. История уже уникальна. Может это... Да. Поэтому это все зависит, в первую очередь, от Всевышнего, это очень от них. Хотят историю, пусть пишут историю. Это будет пример для тех, кто живет там, в стране, от которой они сами родились, вышли. Я уверен, что ты скоро дебютируешь за Манчестер. Большое событие будет для тебя. Как дальше уровень держать? Если я дебютировал в Юнайтед, у меня появилась бы очень большая уверенность. Хотя у меня есть уверенность за данный момент, но я бы прям влился бы в команду. Плюс у меня появился бы еще лучший азарт тренироваться еще больше. Смотреть за организмом еще больше. Я бы вообще отдалился бы от всего остального и прям сконцентрировался прям только на этом. И стремился бы не только дебютировать в команде, просто поиграть один раз, и потом, как ты сказал, все идут вниз. Я бы хотел бы, наоборот, начинать каждую игру, попасть в состав, забрать капитанскую повязку. Вы выглядите таким просто непрерываемым мужчиной, да, таким настоящим дагестанцем, сильным духом, характером. Скажите, вы когда последний раз и плакали вообще в последнее время? У меня бывает слезы счастья тогда, когда кто-то хвалит, например, моего сына, да, например, что он хорошо можешь поиграл. заплакать? Да. Почему нет? Ну, конечно, не на публику, да. Когда ты гордишься за своих детей, гордишься за своих как бы сыновей. Это такое чувство, которое невозможно объяснить. Если, а когда? Когда Амир дебютирует на Олд Траффорд, и, допустим, на 4-й или 5-й матч стадион его имя запоет. Амир Ибрагимов. Вы заплачете? Ну, там как будет, я не знаю. Да я радоваться точно буду. Вот вы задали хороший вопрос, это часто такое бывает, да? Иногда бывает, отходишь, да, и там раз. И ком в горле. Да. Вы смотрели фильм про сестер Уильямс? Да. Про папу, да, помните про его? теннисисток. Помните их отец, он вообще верил в своих главный детей, герой. да, главный он сделал герой, все да. для них. Все сделал, ну, это был фильм, но это реальная история. Да, и дети мои, смотрю, очень показательный фильм, да. Это та же история. Это наша история. Это наша история. Просто ее чуть раньше написали, чем мы. Вот этот самый фильм «Король Ричард», да, мне честно, очень герой Уилла Смита напоминает вас. Я прям где-то вижу, что такой же фильм, может быть, через 20 лет могут снять про вас. Ну, как говорится, поживем и видим. Дай бог, дай бог. Будем стараться, будем стараться. Хотелось бы, чтобы у этой истории был хороший конец. Вот я всегда своим детям говорю. Мы пишем какой историю. Какой конец хороший? Вот, говорите, вот я же говорю, хороший конец – это чтобы 3 сына играли в одной команде. У меня для тебя тоже подарок. Это футболка Манчестер Юнайтед этого сезона. Это для тебя. Я Спасибо. еще тоже подпишу. Я вот знаешь, о чем подумал? В Англии очень любят персональные кричалки посвящать каждому футболисту, тренеру. Я даже замечаю, что, знаешь, футболист только перешел, он еще ни одного матча не сыграл, а у него уже кричалка какая-то есть, или там у тренера. Пусть наши зрители придумают кричалку про тебя на русском языке, и ты потом выберешь победителя. Да. Окей? Да. Все, супер. Спасибо большое, Амир. Все.